Fidget Toys Trading. Я, наверное, вас удивлю, но эта игра, вышедшая 5 лет назад, в последнее время является одной из самых популярных игр в рейтинге Google Play. За это время у нее уже скопилось больше сотни миллионов скачиваний и очень солидная оценка 4,5. Как и большинство из вас, я раньше о ней ничего не слышал. Так давайте с ней познакомимся. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Довольно неожиданно, что игра запустилась без интернета. Я думал, она будет полностью зависима от интернета, но к этому моменту вернемся позже. Меня еще удивляет то, что в игре вообще нету никакой фоновой музыки. Это стоп, вообще даже звуков кнопок нет. Это странно. Ну ладно, дальше посмотрим, что будет. 5 лет назад она вышла. Где-то в то время были популярны вот эти все попыты, симплы-димплы. И тогда игра, как я понимаю, сильно хайпанула. Получила какую-то долю из тех скачиваний, из тех сотни миллионов, которые есть у них сейчас. Но потом, когда забыли про вот этот тренд с попытом, так же самое и забыли про эту игру. И последние 2 или 3 года я слежу за рейтингом новых игр и за общим рейтингом игр Google Play. И за эти 2-3 года я никогда эту игру не видел в этом рейтинге. То есть игру прям очень сильно забыли. Какие-то деньги она получала, но если там десятки миллионов были скачивания, то даже не обязательно игре быть высоко в рейтинге для того, чтобы получать хорошие деньги. Но потом в игре сменился логотип, как я понял, на 6.7, а сейчас вот этот мем популярный 6.7. Ну, понятно дело, что разрабы это специально сделали, и вторая волна хайпа получилась у этой игры. Где-то последний месяц или 2 месяца я вижу эту игру высоко в рейтинге игр. И, скорее всего, такая вот предыстория, ну, это, опять же, гипотеза, я точно не знаю, как все это было, ну, предполагаю. Но все равно она очень большую долю скачивания получила сейчас, потому что держится высоко в общем рейтинге. 100 плюс миллионов это, если что, далеко не показатель настоящих скачиваний. Следующая граница идет, это 500 миллионов, то есть это в 5 раз больше. Так что у игры спокойно может быть 200, 300, даже 400 миллионов скачиваний. Ну ладно, давай посмотрим, что у нас по геймплею. Звука так и до сих пор нет. Я предлагаю вот этот попыт, но эта игра мне подсказывает, что это нормальный трейд, то есть обмен. А если я еще докину что-то? Он согласен. А я не согласен. А что значит плюсик? А, я прошу у него, чтобы он что-то докинул. А плюсик я не могу добавить. Ну ладно, согласимся. А почему звука нет? Вот это как будто бы очень огромная проблема. Если у нас есть рекламный контент, мы можем их покупать за просмотр рекламы. Это я не знаю, что какие-то игрушки. И тут какие-то... Что это типа? Почему здесь геймпад нарисован? Ну короче, я заработал эти тортики, могу дальше с ними трейдиться. А почему я не могу их отдельно продавать? Это как-то странно работает. О, улетел у нас. Короче, баги у нас есть. Суть этой игры это трейдиться, просто обмениваться. А как здесь зарабатывать? Это что такое? Звук появился. Так, ну это типа релакс, антистресс, вот это все. А, и мы с этой монетки получаем. А тут у нас имеется прокачка. Ага, вот это уже куда интереснее. Я здесь сделал починку стены. Ну ладно, давайте дальше трейдиться. Не знаю, что получится из этого. Но здесь ведь можно бесконечно плюсик нажимать. И он, я думаю, будет соглашаться. Ага, он хочет, чтобы я что-то предложил. Вот как. Ого, как я натрейдился. Я выложил, я не знаю, сколько предметов. А здесь есть вообще какой-то лимит? И насколько я буду в плюсе с 20 до 220. А это вообще было выгодно. 220 сейчас, а мы заработали плюс 200. А здесь какие-то фиксированные суммы, что ли? Блин, так это неинтересно вообще. Но игра максимально какая-то скриптованная. Вот, я выложил все предметы из вот этого раздела. Теперь просто жму на плюсики, чтобы был good trade. Соглашаюсь. И у меня все равно нет, здесь чуть больше фиксированная сумма, плюс 250. Но опять же, здесь все упирается в просмотр рекламы. Каждый раз после каждого трейда вы будете смотреть рекламу на X3 там было, по-моему. И все, вы гораздо быстрее будете прогрессировать в игре. Вот эти самые прокачки все делать. Но с прокачек нет никакого смысла, как я понимаю, абсолютно. Это чисто меняется визуал и все. Ого, нам куча выкладывает предметов. А у нас вообще как был bad trade, так и остается bad trade. А здесь есть вообще ограничения на предметы какие-то? О, полоска у нас начала двигаться. Все, я получил кучу всего, а заработал плюс 300. Ну да, тут нет вообще смысла вот так вот трейдиться. Множеством прям предметов. Зарабатывать ты все равно копейки. Здесь всегда, кстати, дают плюс 50 монет. Значит, тут нет смысла более крутые предметы покупать. Ну или есть смысл. Сколько у нас? 400 монет? Ну давайте я вот это куплю. Плюс 50 монет все равно. Ну да, это настолько бессмысленно выглядит. Здесь вроде как много всего есть. Ну, хотя даже так я бы не сказал, что здесь прям много всего есть. Но толку с этого вообще абсолютно никакого. Это просто выглядит как разнообразие ради разнообразия. Не более того. Да, кстати, что любопытно, здесь нам не могут попадаться те предметы, которых у нас нет. Ну, то есть у нас есть предметы вот эти заблокированы. Нам предлагают только те предметы на трейдах, которые у нас открыты. Это тоже как будто минус игры.
Жаль, кстати, что здесь нельзя продавать предметы, которые мы получаем с трейдов. Потому что здесь можно было бы вообще интересную экономику таким образом выстроить, но нет, здесь все равно завязано на трейдах, на скриптовной прибыли с вот этих самых трейдов. Ну, короче, видеть каждый раз плюс 200, плюс 250 денег, ну, в чем смысл тогда? Только рекламой как-то удваивать, утраивать эти награды. Но геймплей таким образом выглядит очень рутинным, очень скучным и бессмысленным. Ну ладно, насчет бессмысленного, может быть, смысл здесь есть в том, чтобы прокачиваться, но с прокачки-то нет смысла никакого, это чисто визуал. Я думал, может быть, с прокачкой у нас больше денег будут за успешные трейды давать, но нет. О, самая успешная сделка, даже на плюс 300 удалось выторговаться. Но это почти, вот эта полоска почти была на самом верху. Что я в итоге могу сказать об этой игре? Если честно, я очень сильно разочарован, абсолютно не понимаю, что эта игра забыла так высоко в рейтинге игр, почему у нее так много скачиваний. Как здесь работает трейдинг, по ходу этого видео вы уже увидели, здесь вообще максимально бессмысленный геймплей. Вы можете прокачиваться, но какой смысл в этой прокачке, только разве что меняется визуал. Также я почитал отзывы, изучил, и что я могу сказать, исходя из этих отзывов. Во-первых, игра очень зависима от рекламы. Хорошо, что она запускается, конечно, без интернета, и этой самой рекламы нет, но даже так вы видите контент, где можно удвоить награду и так далее, где-то какие-то предметы открыть, посмотрев рекламу. Ну а если вы зайдете с интернетом, то даже не получая награды, постоянно, чуть ли не после каждого действия в трейдинге, у вас будет выскакивать реклама, а то и две подряд. Ну короче, это очень душная история, и это очень агрессивная монетизация со стороны разработчиков. Очевидно, что они на этом очень круто зарабатывают, но какие плюсы для этого у вас, как у игроков? Разве что эти награды, но много ли в этом смысла? Можно фармить монеты вот здесь, через игрушки кликая, в этом тоже я не вижу смысла. Здесь атмосфера напрочь убита игры, потому что звуки есть только вот здесь, вот эти щелкания, нету никакой фоновой музыки. Почему игра настолько убитая в плане звуков, я не понимаю. Игра выглядит слишком простенькой, но при этом слишком популярной. Это какая-то прям аномалия, и это очень странно. Как будто бы такая игра не должна быть настолько популярной. Это что, реально из-за того, что они в логотипе вот SX7 сделали, и то, что сейчас популярный этот мем, это вся суть популярности. И даже жутко представить, что нас ждет через лет 10-20, если вот такие вот игры по такой вот глупой логике становятся популярными. Ну, это полный бред, как по мне. Ну и надеюсь, что во всяком случае для вас это видео было полезным, и вам не пришлось самим скачивать эту игру, и благодаря моему видеоролику вы поняли, что вам в это лучше не лезть. Но если видео все-таки было для вас полезным, надеюсь на ваши лайки. Также подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом, нажимайте на колокольчик для уведомлений, и желаю вам успеха, и надеюсь увидимся в других видео.